Привет всем! А что, если бы можно было взглянуть на наш собственный мир, ну, скажем, глазами инопланетянина, который видит все это в первый раз? Вот сегодня мы и разберемся, как антропология дает нам именно такую, знаете, суперспособность. Давайте начинать. Вы только вслушайтесь. Звучит, будто это полевой отчет с какой-то далекой, очень загадочной планеты. Правда? Сразу представляется какое-то древнее племя, их магические ритуалы. Так что же это за странная планета? Где происходят все эти таинственные ритуалы? О какой цивилизации вообще идет речь? А ответ до смешного прост. Это Земля. Наша с вами повседневная жизнь. Обычный утренний поход за кофе. И вот эта самая способность увидеть что-то совершенно привычное, как странное, почти ритуальное действо, в этом-то и заключается вся суть антропологии. Итак, антропология — это, по сути, такой инструмент, который позволяет нам, так сказать, переключить оптику. Она помогает нам увидеть все те скрытые смыслы, неписанные правила и ритуалы в нашем же поведении, на которые мы в обычной жизни просто не обращаем внимания. И нет, это не только про раскопки древних костей или изучение далеких племен. Совсем нет. Антропология смотрит на картину в целом. Как наше тело, наши убеждения, наша среда обитания — все это вместе формирует наш образ жизни. Буквально все, от семейных ужинов до перепалок в онлайн-сообществах. Но чтобы видеть мир глазами антрополога, просто смотреть, конечно, недостаточно. Тут нужны специальные, скажем так, ментальные инструменты. Такие, которые помогают не просто наблюдать, а именно анализировать увиденное. И вот, пожалуй, первый и самый главный инструмент. Смотрите, все мы немного склонны к этноцентризму. Ну, то есть считать свои привычки и свой образ жизни нормой. Антрополог же, наоборот, практикует культурный релятивизм. Это значит, он как бы выключает свои собственные оценки, чтобы попытаться понять, почему другие люди поступают именно так, а не иначе, с их точки зрения. Вот это ключевой момент. Не осуждать, а понять. Идем дальше. Следующий инструмент — это то, что называют насыщенным описанием. Идея тут простая. Нужно копнуть глубже поверхностного наблюдения. Потому что важно не просто, что происходит, а что все это значит для самих участников событий. И вот вам отличный пример. Человек поднял руку — это просто факт, поверхностное описание. Само по себе оно ничего не значит. Антрополог же копает глубже. Что это было? Приветствие другу, попытка поймать такси, может, ставка на аукционе? Вот в этом и вся разница между поверхностным и тем самым насыщенным описанием. Чтобы не запутаться во всем этом, антропологи ведут так называемые полевые дневники. Там они очень строго разделяют две вещи. То, что они видят, то есть объективные факты, и то, что они по этому поводу думают, свои интерпретации, чувства, догадки. Это очень помогает не делать поспешных выводов. Ну а теперь давайте копнем еще глубже. Оказывается, самый главный инструмент в любом исследовании — это сам антрополог. И вот тут-то и загвоздка. Этот инструмент не всегда идеально откалиброван. И это, пожалуй, ключевой вопрос. Вообще, может ли наблюдатель быть по-настоящему нейтральным? Можно ли полностью отключить свой собственный бэкграунд, свои убеждения, весь свой жизненный опыт, когда смотришь на других? Короткий ответ — нет, не может. Но это можно и нужно учитывать. Такой процесс самоанализа называется рефлексивностью. Антрополог постоянно задает себе вопросы, как мой возраст, мой пол, мое происхождение, мои личные взгляды влияют на то, что я вижу и как я это все интерпретирую. По сути, это просто научная честность. Окей, все это звучит очень интересно, но возникает вопрос, а какая от этого реальная польза сегодня? На самом деле огромная. Давайте посмотрим, где эта уникальная антропологическая оптика работает, что называется, в полях, в реальной жизни. Например, антропологи активно изучают, как в соцсетях формируются целые цифровые племена, какие у них свои ритуалы, свой язык, свои неписанные правила. И это, кстати, очень помогает понять, почему онлайн-дискуссии порой становятся такими, ну, вы знаете, жаркими. Или вот еще. Крупные компании нанимают антропологов, чтобы те выяснили, как люди на самом деле пользуются их продуктами. Не в стерильных лабораторных условиях, а в хаосе повседневной жизни. И это, поверьте, ключ к созданию по-настоящему удобных и нужных вещей.
А еще антропологи часто выступают своего рода посредниками. Они помогают разным группам, мигрантам и местным жителям, например, понять культурные коды и ценности друг друга. А это, как можно догадаться, абсолютно необходимо для решения сложных социальных и даже политических проблем. Давайте честно, в нашем сегодняшнем мире, который просто кишит информационными войнами и взаимным непониманием, вот эта способность на время выключить свои оценки и просто попытаться понять другую точку зрения, это уже не просто полезный навык, это, можно сказать, жизненная необходимость. Что ж, давайте вернемся к тому, с чего начали. Эту самую антропологическую оптику можно и даже нужно тренировать. И хорошая новость в том, что для этого совсем не обязательно ехать в далекую экспедицию. Вот простое задание на пробу. Выберите любое самое знакомое пространство. Офис, любимая кофейня, вагон метро по пути на работу, что угодно. И попробуйте описать это место так, будто вы инопланетянин и видите все это впервые. Задайте себе вопросы: кто здесь главный? Какие странные ритуалы все раз за разом повторяют, даже не задумываясь? Какие правила тут ни в коем случае нельзя нарушать, хотя они нигде и не записаны? Просто задумайтесь об этом. Как только начнете замечать все эти скрытые механизмы, поверьте, привычный мир уже никогда не будет прежним. Да, он станет чуточку сложнее, но при этом и бесконечно интереснее.